Путь посвящений, которому я обучаю, это путь полного смирения перед волей Бога, полной самоотдачи и самопожертвования. Я есмь Иисус, ваш старший брат и наставник, пришедший через этого посланника. Я есмь пришедший для вечного разговора, который будет актуален для вас до тех пор, пока вы не обрядитесь в свадебное одеяние и не вознесетесь в свет. До тех пор вы будете постоянно заняты тем, что будете отделять в вашем сознании то, что вечно, от того, что тленно, то, что принадлежит высшему миру, от того, что принадлежит приходящему миру. Ваша действительность окутывает вас туманом иллюзии и отвлекает от той работы, к которой вы призваны. Однако, сколько бы времени вы ни блуждали в иллюзорном мире, рано или поздно вашему странствованию наступит конец. Ошибкой и заблуждением многих преданных искателей истины является то, что они считают, что путь домой должен представлять собой состояние постоянного блаженства и любви. Это верно. Но это верно ровно настолько, насколько может быть что-то верным и истинным в вашем мире. Состояние блаженства, радости, любви и умиротворения являются знаком того, что вы находитесь на верном пути и что вы выбрали верную дорогу. Однако в вашем мире вам не удастся поддерживать постоянно ровное состояние духа. И моей сегодняшней целью является дать вам наставление и предупредить о возможных некачественных состояниях сознания, с которыми вы можете встретиться на вашем пути. И не обязательно эти состояния будут свидетельствовать о том, что вы сбились с пути. То, что от вас требуется всегда, на всем протяжении пути, это постоянный анализ и постоянное развлечение ваших состояний. Представьте себе, что вы действительно двинулись в путь и идете сначала в то время, когда светит солнце, безветренно, и все благоухает и цветет. Вы можете это рассматривать как верный знак на вашем пути. И вдруг, откуда ни возьмись, налетают тучи, ветер, гремит гром. Однако все это не обязательно говорит о том, что вы сбились с пути. Вы по-прежнему движетесь в
в верном направлении. Несмотря на то, что изменились внешние обстоятельства, и ваше настроение ухудшилось вместе со сменой погоды. Точно так же и вы в вашей жизни можете испытывать самые возвышенные состояния сознания. Вы можете находиться на вершине блаженства. И вдруг, совершенно беспричинно, ваше состояние может ухудшиться. Ни с того ни с сего вы испытываете беспричинную тоску, уныние, чувство бессмысленности вашего существования и неверие. Не всегда, возлюбленные, подобные признаки являются знаком того, что вы сбились с пути. Просто приходит время, и вы начинаете проходить тесты, испытания. Вы слышали о школе мистерий Господа Майтрея, и вы слышали о школах посвящений, которые были во все времена. Если бы дорога к Богу представляла собой постоянное состояние блаженства и благодати, то зачем нужны были бы эти школы посвящений? И зачем вообще нужны посвящения? Внутри вас находятся два человека. Один человек смертный, и другой человек бессмертный. И эти два человека так переплелись за многие миллионы лет существования на планете Земля, что требуется приложить значительные усилия, чтобы отделить этих двух друг от друга. Одному из них надлежит остаться на Земле и вернуться в Землю, из которой он был взят. Другому предстоит продолжить существование на другом, высшем плане бытия. И когда вы начинаете в себе процесс отделения этих двух человек друг от друга, процесс разделения, прежде всего в вашем сознании, то осуществить это разделение бывает весьма трудно. Приходится резать буквально по-живому. Вы привыкли себя отождествлять с тем индивидуумом, которого вы видите перед собой в зеркале. И на самом деле все ступени посвящений, которые вы проходите, направлены именно на то, чтобы помочь вам избавиться от своего отождествления с вашим изображением в зеркале. Вот почему говорят: если хотите увидеть своего врага, подойдите к зеркалу и посмотрите на него. Действительно, все то, что вы рассматривали на протяжении многих жизней как свою индивидуальность, фактически не является вами, а представляет собой ту часть вас самих, от которой вы должны отказаться, с которой вы должны прекратить отождествлять себя. И то в вас, что сопротивляется процессу освоения с новой индивидуальностью, будет подниматься из глубин вашего существа
из вашего бессознательного и вашего подсознания и протестовать. И в своем внешнем сознании вы можете не понимать до конца причину вашего уныния и вашего отчаяния, и вашего состояния крайней подавленности и безысходности. Трудно проанализировать, какие энергии в соответствии с тем космическим сроком, который подошел, активизировались в ваших 4 нижних телах. Но эти энергии представляют собой нереальную часть вас самих. И задача любого теста, возлюбленные, состоит в том, чтобы вы вспомнили, что вы всего лишь являетесь учеником на стезе и сдаете очередной экзамен. И каким бы реальным вам ни казалось ваше состояние, вы должны постоянно помнить, что это всего лишь тест. И чем больше вы в своем внешнем сознании будете сопротивляться расставанию с той энергией, которая активизировалась в вас, тем более длительным и затяжным будет ваш тест. Наиболее продвинутые ученики всегда помнят о том, что Бог имеет право их испытывать и давать самые, казалось бы, непереносимые состояния сознания. И в минуту наивысшего напряжения всех своих сил, когда, кажется, уже никогда не будет светить солнце, они подходят к алтарю и говорят в своем сердце: «Господи, я знаю, что это мое состояние нереально. Я знаю, Господи, что это всего лишь тест. Я готов, Господи, выдержать все испытания, которые Ты мне посылаешь. И я буду стараться сделать это. Ты вправе дать мне любые испытания, Господи. И я благодарю Тебя за все испытания, которые Ты мне посылаешь. Потому что я знаю, что Ты любишь меня и заботишься обо мне. Прошу Тебя, Господи, помоги мне выдержать это испытание и пройти его до конца. Все тесты даются на единственное качество – расстаться с нереальной частью вас самих, прежде всего в вашем сознании. Благодаря безграничной милости небес вы имеете возможность проходить ваши тесты, испытания и сдавать ваши экзамены, не отлучаясь от обычной жизни. Вы продолжаете жить своей обычной жизнью. Но если вы выразили на внутренних уровнях желание пройти посвящение, находясь в обычной жизни, то вам такая возможность будет предоставлена. Независимо от того, осведомлены вы в своем внешнем сознании или нет о вашей просьбе. Поэтому я прихожу сегодня, чтобы объяснить тем из вас, которые испытывают беспричинные, мрачные состояния и различные психологические проблемы, причину ваших состояний.
Да, возлюбленные, вы выбрали пройти обучение в школе посвящений, не удаляясь из обычной жизни. Вы выбрали ускоренный путь. Ваша душа пожелала пройти посвящение в этой жизни, чтобы не ожидать следующего воплощения и подходящих условий пребывания в школе мистерий, где-нибудь в тишине и удалении от столбовых дорог современной цивилизации. И этот путь посвящений, розовый путь, это тот путь, которым должны пройти все вы. И я не знаю другого пути. Всегда отделение реальной части вас самих от нереальной части вас самих сопровождается очень болезненными и неприятными переживаниями. И длительность и тяжесть подобных ваших состояний будет определяться степенью сопротивления нереальной части вас самих. Все будет определяться, возлюбленные, насколько сильно ваше эго. Вы знаете, что мне удалось расстаться со своей нереальной частью за 40 дней, когда я находился в пустыне. Однако вы знаете, что после этого было мое служение и преображение, и распятие, и воскресение, и вознесение. До тех пор, пока вы находитесь на физическом плане планеты Земля, вы постоянно будете проходить испытания и тесты. И если вы расстанетесь с нереальной частью вас самих, то вы не сможете просто махнуть рукой на все остальное человечество и забиться в теплое местечко где-нибудь на небесах. Не надейтесь, возлюбленные, что с вашим вознесением закончится ваше развитие, ваше напряжение, ваша работа и ваша ответственность. Все только начнется. И чем больше ваши способности, тем большую нагрузку вы возьмете на себя, и тем большее служение будете осуществлять. Нужно полюбить напряжение, нужно полюбить служение. И высшей формой вашей любви будет сострадание ко всему человечеству, ко всем живым существам. И вы готовы будете пожертвовать собой ради спасения человечества. Вы готовы будете принести в жертву все свое время, все свои достижения и все свои тела. Путь посвящений, которому я обучаю, это путь полного смирения перед волей Бога, полной самоотдачи и самопожертвования. Нет другого пути, возлюбленные. И нашей задачей является направить вас на этом пути и оказать всю требуемую помощь. Я есмь Иисус, и я говорил из точки наивысшей любви